Ребята, я решил признаться. Я очень долго к этому шел. И многие из вас об этом уже знают. В Лондоне я стал изучать социологию. Изучать социологию. Сказал. Напряглись уже, да, немножко тогда? Все окей. Будь мужиком. Фу, не называй меня так. Мы поговорим о гендере, сексе. Все мальчики должны это делать. Употреблять пюрешечку. Если мальчика туда сдашь, то он станет геем обязательно. Что это за гендерные роли? О чем он вообще говорит сейчас, да? То, что вас сближает, как-то футболист гей. Ну, типа, это нормально. Они не могут никак. Всем привет, меня зовут Дима, мне 19 лет, я учусь в Лондоне по программе обмена Erasmus, и хотя мой основной университет находится в Кракове, в Польше, этот год я провожу в Лондоне в университете Middlesex. Честно признаюсь, изначально я немного сомневался в своем выборе изучать социологию, потому что это немного не соответствует моей основной специальности медиа-менеджмент, но в итоге я понял, что это огромный шанс узнать новое количество информации. И саморазвиваться. И это реальный огромный личностный рост, который я в себе замечаю. И уже эти полгода, которые я здесь, дали мне такой пинок. Дима, вот она истина, так сказать. Все мои вопросы касательно общества и человека, который занимает в нем. С каждой лекцией, с каждой парой все становится яснее. И мне нравится, что я читаю научную инфу, но это видео не об этом, Дима. Из модулей, в смысле предметов, которые я себе взял, это тот, который касается моей специальности больше всего. Это медиа, коммуникации и общество, проблемы разнообразия в обществе, общественные движения и то, как ими управлять. И последний, самый мой любимый, из-за преподавательницы, из-за того, как она ведет предмет, я просто влюблен в этот предмет. Это гендер, сексуальность и общество. Та-дам! И реально, ребята, я чувствую огромный долг поделиться всей информацией, которую я здесь получаю, потому что после учебы здесь я понимаю, насколько наше общество отсталое. И, естественно, в этом видео речь пойдет о последнем предмете. Мы поговорим о гендере, сексе и обществу, и как оно относится к этому всему. Из того, что мы изучаем конкретно, это мы прошли уже теорию феминизма, квир-теорию, сейчас мы изучаем теорию маскулинности. То есть поговорим мы о том, что в нашем обществе считается такими темами табу, о чем не принято говорить с друзьями, и что на самом деле является абсолютно нормальным, и особенно в западноевропейских обществах, в Америке, и живя здесь, я убедился сам в этом. С чего же начать? Я не хочу вас закидывать терминологией маскулинность, немаскулинность, фемининность, потому что вы все равно не поймете, как и не понимал я изначально, когда не сталкивался с этой терминологией. Ну, в общем, что такое маскулинность? Это, знаете, как вот парню, которого вы встретили, меня, да? Вы скажете, блин, ты немного такой манерный. И вот вы его встретили, и вы такие ему говорите, будь мужиком. Типа, где твоя мужественность? Ты же мужик. Эй, ты, слышь меня? Будь мужиком, понял? Я же такой, как я есть, как я могу поменяться? То есть в такой момент от человека вы требуете чего-то, что он вам не может предложить только из-за того, что он по своей природе не мужественный, он более женственный, то есть феминный. И вы требуете от него то, что создало общество. Потому что вы, люди, приписали этому полу, в нашем случае мужском, о котором мы сейчас говорим, все эти гендерные роли, которые на самом деле не имеют никакого отношения к тому, кем человек на самом деле является. Что это за гендерные роли? О чем он вообще говорит сейчас, да? Гендерные роли
в общем, очень таком обобщенном понятии. На примере семьи это когда мужчина должен быть мужиком, приносить дичь из леса домой, видеть денег, и его жена должна бедненькая, ну, может, не бедненькая, может, счастливая на самом деле, стоять у стола с приготовленным ужином уже, и все их 10 детишек должны быть в наглаженных рубашечках употреблять пюрешечку. Или то, что мы, общество, требуем от детей, например, от мальчиков, которые с самого детства должны играть в футбол, потому что это самый мужественный вид спорта, ну или боксировать, пойти на дзюдо какое-то, да, только потому что все мальчики должны это делать. И девочки оставаться дома и играть в Барби, лепить пельмешки с мамой и быть счастливыми. В то время, когда у каждого отдельно взятого человека не должно обязательно быть предрасположенности к тому или иному виду спорта. Например, я никогда не любил играть в футбол. Для меня выйти на этот стадион, для меня это было реально чем-то очень тяжелым. В школе надо мной всегда издевались, потому что я реально хреново играю в футбол. И напротив, у меня есть предрасположенность к более художественным видам спорта. Например, я занимался почти 10 лет танцами. И я это всегда любил и обожал. Но почему-то в обществе бытует мнение, что танцы это такой вот девчачий вид спорта. И вот если мальчика туда сдашь, то он станет геем обязательно. Устал, говорит, что спина болит. И шея. Надо пойти в спортзал записаться. С спортом заняться. Что мужик. Меня очень сильно умиляют девушки, которые обозленные на все общество, потому что они столько времени потратили на поиски настоящего мужика и никак не могут его найти. Потому что девушки, если вы ищете себе настоящего мужика, то никакие вы не девушки, а бабы вы. И вместо того, чтобы искать человека только потому, как он себя ведет, лично в моем понимании, стоит обратить внимание на его интересы, вид деятельности и, возможно, какую-то философию, то, что вас сближает, как-то, возможно, он вас сексуально привлекает больше, я не знаю. Потому что, на самом деле, человек, который может вас сексуально привлекать и выглядеть так мужественно и все дела, а в жизни вас остановит то, что он ведет себя манерно как-то, и что абсолютно не означает, что он какой-то не той ориентации, например, да, а просто человек таким родился, он таким вырос, не знаю, там, что на него либо повлияло, что он стал таким. Много может быть причин, и ученые этим тоже занимаются, чтобы объяснить это, но в первую очередь я бы лично для жизни отбросил бы все свои стереотипы и все свои предубеждения. Лично я не хочу жить в обществе, где мне говорят, кем я должен быть, как я должен себя вести и как я должен выглядеть. Да пошли вы! И это, наверное, одна из многих причин на самом деле, почему я решил пожить в других странах, переехать в Польшу, сейчас я в Лондоне, был в Америке, посмотреть, как это работает в других странах, где чаще всего у людей нет этих требований, особенно среди молодежи. Например, у меня была такая ситуация, я показал свою фотку другу, британцу, и сказал типа: блин, тебе не кажется, что я здесь как-то женственно сильно выгляжу, что ли? На что он ответил: ну ты выглядишь андрогинно. И я такой: боже, какое слово ужасное, что оно значит? Типа, фу, не называй меня так. Здесь андрогинно, если вы не знаете, то это когда нельзя понять, нельзя отнести человеку ни к тому гендеру, ни к другому. На что он мне ответил: ты обижаешься на это? Ну, типа, это нормально, что никто не парится, каждый человек, он выглядит по-своему, и у людей абсолютно другой подход к этому здесь, и это меня сильно радует, и у нас есть чему у них поучиться. В то время как у нас в обществе все построено на иерархии, на патриархальности, и чтобы выдвинуться вперед, нужно быть таким покруче кого-то.
Я прочитал недавно статью о том, и там говорилось о том, какие есть более мужественные виды спорта и более женственные виды спорта. И, например, к более мужественным, там речь шла о Америке, там относят к этому американский футбол. И, то есть, у всех в обществе картинка такая есть, что если это футболист, то он обязательно такой мужественный. И активная речь об этом зашла в очень такой интересный момент, когда некоторые атлеты, некоторые футболисты начали заявлять публично о том, что они нетрадиционной сексуальной ориентации. И американцы просто охренели. Как это? Футболист гей? Охренели все только потому, что они сами приписали эти гендерные роли футболисту, представляя себе, что футболист должен быть, просто не может быть другим. Ну, что нужно запомнить? Это то, что гендер и пол человека — это абсолютно две разные единицы, это два разных понятия. В то время, когда пол — это наша физическая характеристика, это то, что у нас там есть, пиписька или нету, да? И в то время, когда гендер — это придуманное обществом понятие, это сконструированное обществом нечто, да? И соотноситься они не могут никак. Точнее, они соотносятся, естественно, потому что общество само придумало себе это, но это нужно менять, чтобы люди чувствовали себя комфортно теми, кем они себя являются, потому что не мной сказано, что человек может быть счастливым только тогда и наиболее продуктивным в жизни только тогда, когда он чувствует себя комфортно в том обличии, кем он является. В интернете есть куча информации на эту тематику, и, естественно, я поставляю некоторые ссылки, которые я считаю интересными, в описании под этим видео. И это действительно интересная тема для обсуждений. И лично я хочу видеть больше толерантности в нашем обществе. Даже не только потому, что нужно быть просто добрее и воспитаннее. Это уже зависит от ваших родителей или кто вас воспитывал, да? А потому что на все эти вопросы есть ответы в науке людьми, которые это исследовали и продолжают над этим работать. У меня лично в последнее время ощущение складывается, что вот в украинском обществе все хотят только денежных изменений. И вот такое ощущение, что все стояли из-за этого, ну или может там каких-то прав человека, да? Но права человека — это какие? Это только те, которые вам нравятся? Или это систематически нужно к этому вопросу подходить, да? Это очень смешно, когда в нашем обществе люди готовы стоять на Майдане, который я, в принципе, поддерживал, но стоят только за какие-то определенные идеи. А когда дело дошло уже до практического вопроса, то все уже начали задумываться, а хотим ли мы этого или нет. Потому что наше общество абсолютно не готово ставать Европой. Европой не географически, а Европой здесь, в голове. И если вы со мной не согласны, это аллилуйя, слава Богу, спасибо. Просто начинайте изменения в себе и в своем окружении. Обсуждайте эту тематику, заявляйте о себе, заявляйте о том, как вы себя чувствуете на самом деле, и как бы вы хотели видеть наше общество в будущем. Мне тоже интересно, как вы думаете, и я думаю, секция с комментариями идеальная для этого место. Спасибо, что смотрите, спасибо, что ставите там лайки, не лайки, мне на самом деле все равно на это, конечно. Хорошего вам дня, ночи, вечера, не знаю, когда вы это смотрите. Оставайтесь счастливыми, будьте собой и любите свою жизнь и своих близких.
всегда думают, как это будет лучше смотреться. Зачем, чтобы это лучше смотрелось? Чтобы людям было интересно, чтобы это привлекало внимание и чтобы людям было приятнее это все смотреть. Если людям приятнее это смотреть, значит им... Ну, короче, кому я рассказываю? YouTube.